Вот и прошли 2 месяца моего обучения в Америке. Чему я научилась за это время? Да всему. Нас научили работать с бумом, который записывает звук. Нам это пригодится на съемках фильмов точно так же, как и закручивание проводов по определенной методике. Кстати, препод по воркшопу по звуку, вот тот, с которым мы учили бум, он очень крутой, он очень смешной. И я его даже спросила посреди пары, он такой, questions, типа по поводу там звука. Я говорю, question, will we have classes with you next semester? Он нам показывает самых крутых барабанщиков, самые крутые ритмы, делает примеры в Spotify, то есть он открывает Spotify, показывает свою музыку, говорит, вот это реально стоящая вещь. I think honestly this is also... That's Clyde Stubblefield, drummer for James Brown, and probably the most influential musician of the 20th century that you've never heard of. There's a reason Stubblefield's drumming and the cadence of funk is so danceable. The sound is amazing. What's the best player? Best player? Yeah. Do you know Mohamed Salah? Yeah, of course. You know, he's so good. Yeah, he was incredible. Wow. How about the... But I heard him, of course, because you were holding the mic around him, not around So my voice is like the lower. Yeah. You can hear it. Low and like quiet. Quiet? Like, you know, like you're staying behind my back. Okay. Sorry. Что еще? Он нам рассказывал, как он работал со звуком, но он профессиональный звукорежиссер и звукарь в целом, и записывает он и все, и мастер на все руки. И он говорит, однажды у меня на съемках были лягушки. Мы снимали на пруду, и там были лягушки, мне нужно было их выгнать. И я им прям буквально говорил, fuck you frogs, get out of here. И кто-то из нашей группы спросил его, did they say fuck you back? Нас обучили монтажу. Сейчас будет настоящий экшен. Ребята, всем доброе утро. Ваша сегодня актриса. Короче, у нас актинг-классы будут 5 раз. Это просто как воркшоп, знаете. То есть есть, например, воркшоп по свету. Ты 5 занятий учишь там вот эти гели, там всякие сочетаешь разные цвета. Например, изначально мы имеем вот такое изображение. Оно без дополнительного освещения, лишь обычное потолочное. И нам это нужно исправить и подсветить нашу модель правильно. Для этого приходит на помощь ваш гафер, который будет выступать в роли лунного света из окна. Striking. Do not turn any lights on without my permission. Окей. Thank you. И вот начинается магия. Смажьте мясо маслом, как говорится, и добавьте света. Здесь мы использовали 4 источника света. Основной, заполняющий, edge и background. House lights. Background light. Striking. Please strike the edge light. Striking key light. Striking. И вот такая красота у нас получается. Так-то вот так-то. CTO. So you have to make decisions as to not just, I just want to put a gel on. The darker things are, the more light you're probably going to need. А сейчас у нас воркшоп по театральному мастерству. Это ужасно на самом деле, потому что я ненавижу играть. Вот даже когда меня фоткают, у меня есть такая штука, мне говорят на фотках, типа, Лиз, живи, вот живи, типа, там, ходи, живи. Если я буду жить, все мои фотосессии будут выглядеть вот так. Понимаете? Я не умею играть. 2 hours later. Это было офигенно, просто! Я в шоке, мне очень понравилось. Не знаю, мне кажется, мне надо в актрисы идти. Мне очень понравилось. Мы играли, мы прям, играли. Короче, нам дали задание в формате I want it, you can have it. То есть мы можем использовать только эти слова. Я хочу это, а второй человек отвечает, но ты не можешь это взять. И мы стояли друг напротив друга, и нужно было выдавать разные эмоции. Ребята, я там заплакала. Я стояла вот так вот. И она такая типа, you can have it. Потом я начала злиться, и я такая, I want it. И мы так менялись по 100 раз. Она говорила, меняем эмоцию, там типа, теперь ты умоляешь. И я такая, please, I want it so much. И потом
выходит, короче, один чувак, и ему говорит преподша: тебе нужно сейчас прийти прям в ярость, а нельзя использовать другие слова. То есть кто-то там пытался говорить please или but I really want it. Так нельзя было, нужно было только I want it, you can have it. И выходит один чувак и говорит, он стеснялся выразить свою злость, и он такой I want it, I want it. И преподша ему говорит you really pissed off, типа ты прям в ярости. И он такой I want it, goddamn it. А еще со мной девчонка была в паре, которая вот такая бичи по жизни, она такая типа You're really nice girl. Ну вот эта вот девчонка, которая у меня камеру смотрела. И тут нам преподша говорит, а теперь бичи. И она такая. И все начинают ржать. Свободное время между парами, а это единственное наше свободное время, все занимаются своими делами. А я свободное время ем. Прошу обратить внимание на мои восхитительные ланчбоксы, которые я готовлю каждый вечер. И в прошлый раз мы с вами остановились на съемках Continuity Film. Давайте с этого и начнем. Первым делом у нас происходит чекаут. Все оборудование нужно проверить, воткнуть в розетки, а то, не дай бог, что-то не работает, и спрашивать будут с тебя. Блядь, надо мной ребята угорают. Короче, мы только что собирали все вот эти вот наши наборы, проверяли, все ли на месте и так далее, все QR-коды, все нужно обязательно каждый предмет проверить. На каждом предмете есть QR-код, и если вдруг там чего-то нет, то ты будешь за это take responsibility, так сказать. Мы все проверяем, и меня спрашивают ребята, ну что, кто сегодня прямо снимает? Кто, типа, по хардкору? Я говорю, не, мы не сегодня, мы завтра снимаем. Они такие, а мы сегодня, прям сразу 3 фильма. Я говорю, реально? Они такие, да, и завтра же монтируем. Я в шоке, потому что мы снимаем завтра с Таней, и я тоже хотела завтра монтировать, но не сегодня же, это слишком хардкор. И ребята такие, да мы прикалываемся, мы просто типа тебя изображаем. Суки. Ну что, ребята, я довезла это до дома. Вот это вот все. Вот это весит, мне кажется, килограмм 20. Но я бы с удовольствием, если честно, свой бы вот этот чемоданчик 20 килограмм упаковала и с авиасейлс куда-нибудь бы улетела, подальше от этого желтого пугающего объекта. The next day. Лыжи. Нет, ты другой стороной повернись, это вообще что-то. Таня говорит, что у меня камера на лыжах. Что я только настрою, блядь. Настрою антенны на прием потока высеров. Вот так будем снимать? Ambulance. Ты тупо как фуд-фетишист сейчас мои будут пятки снимать. Так красиво, ужасно, очень нравится. Да? Ну все, потом продам. Ну-ка, попробуй еще раз ноги так поставить. И уходим. И еще разок. Было.
Да, на самом деле выглядеть это может довольно просто, но если бы вы знали, как тяжело монтировать в этом Эвиде, это просто жесть. Мне кажется, все филммейкеры жесткие мазохисты, потому что только на покраску у меня ушло несколько часов. Ну, бог им судья, как говорится. Сел, да? Слушай, ну уже не синий. Не синий? Не синий. Что, цвет поменяли? Мы в этом фильме, называется «Синий фильм». Блядь, забыл. Аватар. Синий фильм. Там синее все на «Б». Блу, наверное. Блядь, спасибо. знаешь. Слушай, ну слишком синий. Я слишком... Превращаюсь, блядь. Это же про супергероя в итоге был фильм, нет? Блу, наверное. Было. Муслим из Японии прилетел. Сначала был на Бали. Аригато гозаймасу. Аригато гозаймас. У нас Всё, в группе японец есть, и я каждый день ему выкидываю новую какую-то Я ему говорю, сегодня дойсимасте, ойши десу, ойши десу. Ойши. Я всегда говорю, тотемо ойши. Типа очень вкусно. Тотемо ойши. И я еще узнал, что у местного мне сказал, типа, что когда им что-то не нравится, они говорят Да. Мне очень это нравится, они милые. Японцы Я супер. готов переехать туда. Там еще такой, знаешь, в Хараджуку первый раз пришел, и там супер такой скайфай, знаешь, типа, вот ты как в кино. Ну, то есть я до этого был пару раз. Но На Хараджуку вот да, именно но районе. И я захожу, там огромный магазин, DVD написано, еще такое, знаешь. Боже, такое еще существует. А я еще не знаю, ну что за DVD. Я захожу там, я смотрю там... А там девочки все в чёрные ко трусиках. мне вот так подходят. You wanna have a good night? Типа, вот такие все анимешки девочки с плакатами. Я думаю, что-то происходит не то. И я захожу в DVD с другом, мы заходим. Он говорит, давай посмотрим, может там, типа, прикольный старый DVD заходим. А там, ребята, там такое, что Там нельзя DVD, вставлять. знаешь. А почему в морозилке куртка лежит? Штаны какие-то рабочие. Что? А, Муслим, видимо, в жвачке испачкал свои штаны и решил сюда вынуть их. До нашей эры, знаешь, раскопали маму. Слушай, они больше не замороженные. Они тут, знаешь, как это, вяленые. Муслим, ну можно в эйрфрайер закинуть, и все. Что делать, кстати? Или это модный вот такой будет дизайн? Муслим, а как так получилось, что... А как так получилось, что ты так сел, ну, во всех местах, Я типа? не знаю, что такое вообще. Она ничего нет, это жвачка. Нет. Жува. Надо посмотреть, что за жвачка фильма хорошая. Орбит, хорошая жвачка, походу. Стимерол. Честно, я не знаю, как с таким учебным графиком я успеваю еще и отдыхать, потому что тут, например, мы с Артуром поехали в другой город по совету моего препода. Как-то я сказала ему, что мне нравится сериал «Медведь», и он сказал, ты обязана попробовать чикагские сэндвичи в Портилос. Ну, раз обязана, конечно, едем. Полный обзор на это заведение вы можете найти у меня в ТикТоке. Я туда снимаю все обзоры на еду, рецепты и прочее. Но что хочу сказать, я вкуснее сэндвичей и мяса в жизни не пробовала. 1000 раз пожалела, что не купила ингредиенты домой, потому что в этом заведении они продавались. Но не все коту масленица, как говорится. У нас сегодня были опять пары с 8:40 утра. Сейчас время 6 вечера, то есть у нас, 11 часов пары. Через час уже они заканчиваются, слава богу. И я поеду в японский магазин закупаться японскими продуктами, потому что у меня закончилась еда, и я очень хочу купить всякую рыбу, тунца, потому что я сделаю себе каждый день ланч, и хочется какого-то разнообразия. А в японских магазинах самая лучшая еда. И, рассказываю long story short. Я заболела. После того самого дня, когда мы съездили вот в эту вот сэндвичную, я решила выпить вина холодненького, выпила бокал вина и поехала играть в доту в компьютерный клуб. Я приезжаю играть в доту, а там же кондиционеры на полную мощность ебашут. А я пьяная под бокалом вина, мне, конечно же, абсолютно на ваши все эти кондиционеры. Я сижу, меня вот так вот морозит, но я кидаю хуки, мне вообще там поеб... На следующий день я просыпаюсь с температурой 37,2. У меня очень болит горло, ощущение, как будто мне наступили вот так на грудную клетку, давят. Очень хочется кашлять, и голова супер ватная. А пропускать пары, нельзя, потому что ты можешь пропустить максимум 2 пары каждого предмета. Но я вам скажу так, если ты хоть одну пару пропустишь, ты на следующем занятии вообще не поймешь, что происходит. Реально степ-бай-степ получается. На одной паре там, например, монтаж. Нас научили наконец-то делать кредиты, титры, да, кто сделал фильм, кто актер, кто режиссер, там, жнец, Дуде и Греции, бла-бла-бла. Нас научили. На следующем занятии нам такие:
Все, ребята, делайте кредиты и монтируем. А как делать кредиты-то? Лучше посещать все пары. И я вот с этой ватной головой просыпаюсь, еду на пары, а у нас актинг-классы. Нас учат быть актерами. Не знаю, зачем нам это надо, но на самом деле для общего развития мне очень нравится. Мы сначала там делаем разминку, распеваемся, что-то, знаете, прям, ну, разогреваем тело. Я реально чувствую, как мой мозг включается во время актерских занятий. И, короче, сегодня сначала мы играли в игру freezing, типа заморозка. Нас вызывали по двое. Мы делали какую-то активность и при этом разговаривали. Обязательно нужно делать активность, потому что, например, ты подтягиваешься и говоришь там: слушай, я вчера посмотрел классный фильм, и преподша говорит freezing. И ты вот в таком положении остаешься freezing. И человек меняется, приходит другой человек, либо встает на твое место, либо на место другого актера. В этой же позе такой говорит. Ну, например, я не знаю. Так, я записываю звук с бума. Да, пожалуйста, актеры, давайте, разговаривайте мне в бум. Ну, короче, ты продолжаешь экшен, но меняешь его с этим же действием. И один из моих одногруппников делает вид, что он пытается спрыгнуть с крыши. И такой, типа, стоит на крыше, хочет прыгать, второй его останавливает, говорит: Are you sure that you want to do this? It's very high, it's so high. Он такой: нет, все, я прыгаю. Он, короче, прыгает и замирает вот в такой позиции. И тут преподша говорит: freezing. Он замораживается, и я подбегаю к нему, меняю второго актера и говорю: блять, на меня. I'm making a video. Юви подошел, говорит: я думал, что ты разговариваешь с кем-то на полу. И я подхожу к нему сзади и говорю: не ешь эти ягоды, они отравленные. Ну, потому что выглядело так, как будто он, типа, реально trying to eat, like, some poisoned berries or fruits or something like that. А потом у нас были сценки, и вот это было самое сложное, потому что, ну, английский вообще не мой native language, естественно. И я его знаю не так хорошо, как знают большинство ребят из моей группы. И нам нужно было отыграть двух близких очень друзей, которые встретились в ресторане, и одному из друзей что-то очень надо от второго, что он не может получить от других людей, только от этого человека. И нужно было придумать прям за 10 секунд, что ты именно хочешь от этого человека. Со мной, блин, как назло, американца поставили, который балакает на английском просто вот так вот. Но, короче, он приходит садиться, и я говорю: слушай, как у тебя дела, кстати, вообще? Слушай, выглядишь вообще потрясающе. Расскажи-ка мне какую-нибудь историю. Он говорит: ну, у меня все хорошо, все так же живу в Кондо. Я говорю: о, Кондо, это вообще замечательно, я мечтаю жить в Кондо. Слушай, а что за кофта на тебе такая? Он говорит: у меня Old Navy. Я говорю: слушай, Old Navy — это мой самый любимый бренд. Эти штаны тоже из Old Navy, я купила их по скидке. Кстати, у меня недавно родилась дочка, и у нее день рождения в эту пятницу. Он такой: вау, типа, поздравляю. Я говорю: а помнишь, пару лет назад ты мне рассказывал, что ты подрабатывал клоуном в цирке? И он такой, типа: бля. Я говорю: и знаешь что? У меня есть клоунский нос с собой. И достаю так. А теперь просто представьте, что вот на этом acting-классе вот это я все делала с температурой. Я просто вот так сидела, у меня глаза вот так косятся, и я думаю: боже, что мне нужно от этого человека вообще? Ладно, пусть будет клоуном, ёпт. Что вы ржете на тем, что я отреагировала по-русски? Короче, Nicholas shows me like the... No, not the QR code. What's going on? I'm trying to tell my subscribers about this shit. Короче, он мне показывает, что каждый вечер, ну нет, не каждый вечер, каждую неделю у нас показывают какие-то фильмы. Ой, нет, не фильмы, блядь, как это сказать? Короче, встречи с райтерами, режиссерами, там, кто писал, кто продюсировал. Ну, типа, вот такие штуки, знаете, вот, например, от создателей Зоотопии и Frozen, это с Эльзой. С ними тоже какая-то, типа, лекция, закрытая создателями. И каждый месяц у нас вывешивают вот такие вот штуки, типа аннаунсменты, то есть, блядь, прикиньте, я реально забываю, как это по-русски. Афиши и объявления. Я загуглила, как это по-русски. Короче, вот видите, например, Q&A — это типа вопросы и ответы от продюсера Джуманджи. Моана, там Тайна Коко, Крид, не Егор, к сожалению. К счастью. И сегодня вот это вот Билли Найт, значит, посмотрите, кто играет. Аль Пачино и этот чел из... Чарли Хитон from Stranger Things, да, это Джонатан from Stranger Things. И потом я такая, он убирает телефон, я такая: блять, ёбаный рот. И ребята начинают ржать, потому что я по-русски отреагировала. И Николас говорит: ты чё, сразу как закончится эта пара, спускаешься вниз, там еще пиццу дают. И я такая: бля, реально, что?
Прикиньте, это очень интересно. Именно в Найфе проводятся, то есть реально приходят там режиссеры, актеры. Закрытая конференция с участниками кино, так сказать. Надо будет как-нибудь сходить, но не сегодня. Потому что вы меня, конечно, извините, но после часа рисования оверхедов хочется простого человеческого в Little Tokyo. Все, я приехала. Смотрите, тут даже улицы называются Анидзука-стрит. Кто-нибудь смотрел аниме Great Teacher Анидзука? На самом деле очень стрёмно, вроде приличная улица, хорошая, Little Tokyo, но вот там вот голые бомжи-наркоманы, они, короче, там орут, и вон прыгают, что-то спортом занимаются, но это, ой, give me everything tonight, как говорится. Просто кошмары на улице Вязов. Но если мне надо в японский супермаркет, меня ничто не остановит. Такой магазик. Здесь вообще нельзя снимать. Но я аккуратненько, знаете, очень аккуратненько вам покажу. Здесь все в японских продуктах. Всякие вон японские чокобои даже есть. Сейчас Таня найду чокопай, кстати. Она обожает чокопай. Офигеть, смотрите, здесь есть черный чай и зеленый чай сразу с молоком. Смотрите, как прикольно. Вот этот рис, я его обожаю. Его просто в микроволновку суешь на минуту, и все, и у тебя готовый стики райс, прям японский, который вот клеится. Вообще супер тема. Мой любимый стенд с тунцом. Ну, со всякими, точнее, с вот этими закатками. Я просто обожаю. Тунец, гребешок, все, что хотите. А мы хотим все. Еще вот, смотрите, тут удон, да, продается, и здесь рядом просто пакетики. То есть, условно, например, вот это у нас будет морская паста со сливочным соусом. Просто пакетик выдавливаешь в пасту и готово. Это с грибами будет. Вот это вот неаполитанская такая томатная. Вообще шик. Тут даже есть мороженое вот это с Хоккайдо, которое с дыней. Боже мой. И с молочным чаем есть. Хоккайдо Джелара Милк Ти. Блядь. И вот такая магия у нас получается. Да, выглядит пиздец. Но это рис с грибами и ноки, сверху тунец, я это все перемешаю, представьте, какая получится шикарная чича. А так выглядит как какой-то, не знаю, бермудский треугольник. И вот такой снэк-бокс у меня. Ну, девочки, американка. Guys, watch my arms, please. Watch my arms, please. And sometimes you might have to do something like that or something like that, right? I might have to move my arms up or down. Take one. Action. So I saw this movie yesterday. Oh, really? Which one? It was Billy Knight. Oh, tell me more about that. Yeah, it was bad. Why? Let me tell you, the only good thing about it was Al Pacino. Ребята, я в восторге. Только что была пара, на которой нам наконец-то сказали, что мы будем делать продакшн-воркшопы. Это когда мы реально всей большой командой, все работаем на площадке, у каждого своя личная роль. Угадайте, какая мне выпала роль первая. Ребята, мне выпал актер. Who are you? Gaffer. Gaffer? Oh wow, it's interesting. It's really interesting. I want to be Gaffer. Do you want to change? I'm an actor. Но мы будем меняться, естественно, каждую неделю. В течение 2 месяцев у нас будет 10 воркшопов, то есть 10 разных сцен абсолютно. И мы, поскольку у нас всего 10 человек, мы успеем побыть во всех ролях. И директором, и AD, и DP, и камерой. Короче, мы успеем сделать все. И просто угадайте, какой первый текст попался мне. Про пиво. Да, я выпью один напиток. Какой ты хочешь? Пиво? Ну тупо я, блин, ну тупо я, только я так могу. И мне очень повезло, потому что мы меняемся же по 2 каждую неделю, и я выпала, что я буду директорами с Арманом. А Арман, ну, на русском хорошо говорит, мы сможем с ним хорошо скооперироваться. Но у меня, очевидно, это бар, да. Препод нам сказал ни в коем случае не опаздывать. В день съемок воркшопа мы должны быть ровно в 8 утра на месте. И он сказал, я вам очень советую делать breakfast call. Breakfast call в Америке — это такая прикольная тема, когда ты собираешься заранее со всей своей командой, условно там, не знаю, в 7:30, и вы просто там завтракаете вместе,
что-то болтайте, чтобы все точно были вовремя. Очень круто. У меня уже в целом есть идея, поскольку у меня бар, я очень хочу арендовать прям крутую локацию, пусть она будет дорогая. Но, блин, а на что еще деньги тратить? Конечно же, на обучение. Чего, блядь? Это только профит будет, что я наконец-то научусь снимать в классной локации, всем будет приятно. Тем более, что со мной Арман, он должен снимать, получается, в моей же локации, потому что, ну, так удобнее будет, чтобы мне делать кучу передвижений. У нас всего один день на 2 съемки. И ему хорошо, и мне хорошо. Плюс мне нужно переписать этот скрипт, то есть нам дали только диалог. А мне нужно написать полную бэкстори. Какой там характер у первого героя, какой характер у второго, кем они друг к другу приходятся, концепцию фильма. Уже с этим можно будет работать. 2 hours later. Ура, ребята, пары закончились, едем в секонд-хенд. Я послезавтра уезжаю в Лас-Вегас снимать клип и тусоваться, естественно. А для этого мне нужен топовый шмот. Срочно! Срочно все по машинам! Едем в секонд-хенды! Сегодня Мэнни научил меня, что моя машина называется у них на черном сленге drop top. Типа верх, который откидывается, drop top. Я сначала такая, чё, какой drop top? Он такой, it's a black, типа сленг. You need to know that. Тебе нужно это знать. Я такая, ну окей, блядь, drop top у меня. Смотрите, там девчонки фоткаются на фоне какого-то промоушена, то ли Чарли, то ли уже не drop top у меня. Это улица секондов. Раньше у нас любимый секонд был, как вы помните, Second Street, но что-то он уже завозы отстой уже стали. Поэтому теперь мы ходим Crossroads. Вот оно, вот оно. Тут можно реально очень прикольные шмотки найти. Например, смотрите, какие крали. Ну, $40 всего, шикарные. Вот такая вот, чисто для роуд-трипа, Levi's, джинсовочка. Сколько она? $39. И вот такие сапоги. Во. Скучно. Вот это вообще вайб. Чтобы меня никто не увидел в пустыне. $20. Вы знаете, мне как будто ничего не надо. На самом деле, не самым дальновидным решением было сначала купить одежду, а потом посмотреть погоду, потому что погода будет всего 22 градуса, и это в самый жаркий момент. Что я купила? Вот такую вот кофточку откопала Бренди Мелвилл. Ну, в этом можно поехать. В целом, для 20 градусов нормально. Такая маечка, такая. Вот такая кофточка, уже с длинным рукавом, прям такой, знаете, Viper Style, Рик Оуэнс. Такая базовая маечка, вот такая белая. И вот такая юбка. О, лишь бы не застудить одно место. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Первая наша остановка — это Peggy Sue. Мы едем, короче, в дайнерную. Она крутая. Там не очень вкусная, очень жирная, но очень атмосферная. А это Милана. Она тусуется здесь уже неделю. Она будет снимать мне клип сейчас. Ну, не сейчас, а все эти 2 дня. Вот, и мы будем флексить. Ну чё, пиздата? Ну чё, пиздата? Короче, Милана сейчас говорит: представляешь, кто-то же живет в этой местности. Я говорю, бог им в помощь. Прикольно жить где-нибудь около Аризоны, или в Сан-Франциско, или Сан-Диего. Вот это прикольно. А здесь что люди делают, я не знаю, в Лас-Вегасе. Милана говорит, ты знала, что там еще универ есть в Лас-Вегасе около аэропорта? Я говорю, интересно, чему там учат, блядь, картонной архитектуре? Он прикольный вечером, красиво реально. Но днем ты просто ходишь и думаешь, а зайти в эти здания можно, или это бутафория? Итак, Peggy Sue — это самая первая дайнерная в Калифорнии и самая колоритная и красочная. Здесь буквально негде плюнуть, везде какой-то декор, восковые фигуры. Все стены увешаны постерами и статьями об этом месте. Официантки ходят в очень прикольных костюмах, повсюду красуются плакаты Мерлин Монро, Элвиса Пресли. Надеюсь, скоро повесят и Лизу Мадрид. Но вот эта хрень в туалете, конечно, супер стрём. Короче, из-за того, что здесь везде всякие фигурки типа людей, мне кажется, что все люди здесь — это восковые фигуры. Но создается такое, знаете, фейковое впечатление, что вот, например, мужик стоит, он тоже фигура. Помимо очень классного антуража, это место прославилось своими пирогами. Это домашние пироги, которые делают день в день, и выглядят они как в кино. Ура, крем-пай. Круто. Yes, the milkshake, please. Chocolate, vanilla, strawberry, cherry, and pineapple. Okay, can I have the strawberry? Мне нравятся они тем, что вот тут они не очень сладкие. Вот и мороженое тоже не очень сладкое. Бля, прям... Боже, у тебя прям реально шоколад чувствуется. Мне, кстати, Миша тоже заходит. Да? А мне?
Можем обменяться. Давай. А, кстати, на пироге тоже будет мороженое. Блядь, зачем я взяла 10 мороженых? А никого не смущает, что ребята пропали, которые с нами ехали? Кстати, не смущает вас, что мы выехали, а они не приехали? Хотя Таня едет со скоростью 350 километров в час. Где, ребят? На самом деле они на Тесле заряжаются. Все нормально. Да, все нормально, не волнуйтесь. Короче, как ты знаешь, Америка обожает дайнерные. И есть, в которую ты ходила, Mel's. Она офигенная, крутая, все такое, но есть еще Руби. Руби, она была известна тем, что ездили девушки там на роликах. Это вот те самые дайнерные, где официантки ездили на роликах. Таких четырехколесных. Да, но потом она свернула одна шею, и на роликах ездить перестали. Но Руби остался. И там невероятные милкшейки. Самый вкусный, который я там пробовала, это Reese's, поняла? Который peanut butter and chocolate. Там очень вкусная именно еда. То есть это первая дайнерная, в которой реально вкусная еда. Потому что вот в этих вот всех тут очень странные завтраки. Они все пересушенные, как будто их просто, знаешь, разогрели, с полки достали, блядь, через 2 недели. Вот ваш завтрак. Также при этой дайнерной есть сувенирный магазинчик с очень интересными айтемами. Ребята, $2-3. Это наклейки на машину. Осторожно, блондинка думает. Мне надо такую повесить. Не торопи меня. Мне платят по часам. Бля, охуенно. I had a life, but my job made it. Это я беру, это угар. Посмотрите, какое красивое мороженое, я просто в шоке. Вот особенно birthday cake очень красивый. И вот это что? Пойдем в туалет. После этого мороженого? Мне кажется, меня уже ненавидит столик справа от меня. Почему? Я просто на их стол залезла, пока снимала. Жопой села. Да. Короче, у меня только что упала сумка на пол. Я говорю, главное, чтобы с ее стороны. Я говорю, главное, чтобы ничего не выпало. Я смотрю. Она начинает светить фонарем, а там корка от пирога, и Милана такая. Из сумки выпала. Милана в ахуе говорит, мне что это еще собирать надо за $15. DIY. Вот такая у меня булочка прикольная. А салат бан? Салат еще положить, конечно. Как-то я его не заметила. Охуеть, да? Вкус просто. Я на расслабоне сегодня. Лиза сегодня на расслабоне. Вот что это по Лизиным меркам расслабон? В километрах это 160 у нас вот. Передала бразды правления человечку. По дороге все было хорошо, все 5 часов мы ехали, как я уже сказала, на расслабоне, слушали музыку и решили сделать последнюю остановку на заправке в 30 минутах езды от Лас-Вегаса. И вот тут-то все пошло по кактусу. Мы застряли на заправке, у нас сломалась машина, она... Ну не надо, тьфу-тьфу-тьфу. Просто она издает такие звуки, как будто она сейчас взорвется. Вот как не курить с такой жизнью? Вот я бросила курить неделю назад. Сейчас у меня все мысли о том, чтобы просто вот так вот выкурить сигарету, но я не буду этого делать. Короче, приехали на заправку. Во-первых, билборды офигенные. Банос, Frozen, Coca-Cola. И вот тут сосиски. Смотри, вот мужчина выбирает себе, какое лучше всего. А вот смузи, короче. Вы просто берете смузи, оно вам взбалтывается внутри этого автомата и готово. Здесь можно погреть лапшу или буррито, например, вот отсюда, навалить себе халапеньо туда соуса, еще айс, всякие, да, приколы, но сейчас покажу. И вот это Кока-Кола, когда ты выбираешь вообще любой вкус, и можно выбрать именно зеро, то есть, например, спрайт Zero Sugar, и посмотрите, сколько вкусов. Ты че улыбаешься вообще? Только что в панике была. У нас тормоз отказал. Блять, хорошо, что не на скорости 110 миль в час. Да, реально. Короче, мы выезжаем, и Лиза начинает орать, я думаю, что происходит-то. Она просто не может затормозить. Вот Лиза в таком луке сейчас собирается чинить машину. Но он не захлапывается, она приоткрылась и все. Смотри, я его открываю, а он чуть-чуть приоткрывается на полсантиметра. Захлопни его. Осторожно, блондинка думает. Мне надо такую повесить. Замок должен. Под капотом? Ага. О, Thank you so much. I'm so sorry. Oh, okay. Thank you. Заезжает вот эта машина, Милана такая. О, Лиз. Мне кажется. И он останавливается, опускает окно и такой: You need help, guys? И мы с Миланой хором: Yes! Слушай, ну зато влог интересный. Да, не просто по ресторанам походили, в казино поиграли. Я сегодня нажрусь. У нас колесо сломалось. Реально? Да. It's broken. See? I've been doing this for a long time, so let me check real quick. Okay. Yeah, look. Лиза сейчас такая, типа, сделай еще раз. Yeah, I see this is disaster. I don't know how we... Let me check the other side. Лиза такая сейчас стоит, такая: спасибо вам. You see? Спасибо. Look at this one.
I heard the sound from that side. Я ж тебе говорила. Лиза, Они спроси, мне все, Лиза, это просто потому, что у тебя откололся пластик. Я говорю, вы ёб... Какой пластик? Там звук такой, как будто я на атомную войну отправляюсь. Все, к нам приехали ребята. Ты посмотри, какой пиздец. Спустись. Она отходит. Короче, слава богу, нам попался этот замечательный мужчина. Я ему пришлю признание в любви 14 февраля. У нас отлетела тормозная колодка. А походите, прикол, я ехала 110 миль в час. Прикиньте, если бы это произошло, когда бы я ехала 110 миль в час. Мы же бы, мы бы умерли. Все, мы с Миланочкой остаемся на дороге ждать тот самый эвакуатор. На бордюре. Он сказал 30 минут, он за нами приедет, и походу он нас повезет. Я вот единственное, что не поняла, он собирается купить детали, приехать, или он собирается приехать, забрать нас и поехать за деталью. Я не могу, мне Милана сейчас просто рассказывает про свою жизнь, мы общаемся, и в какой-то момент я просто понимаю ситуацию, как она выглядит со стороны. Вот этот напиток, который уже, знаете, там лед растаял, сидит Милана, флаг Америки развивается, солнце, и я вот так сижу. Ага, очень круто. Не, реально, мы друг другу уже просто, мы ждем этого грузоперевозчика, мы уже друг другу всю жизнь свою рассказали. Уже хочется в казино поиграть. Короче, ждали мы в итоге, конечно же, не полчаса, а 2 часа. Из развлечений была только заправка, туалет и красивые виды. Мы, собственно, не теряли времени, снимали и кайфовали, если это можно так назвать. Ребята, сейчас на мигалках поедем в Лас-Вегас, это ж вообще охуенно. Милан, мы все-таки доехали до Лас-Вегаса. Правда, не сами. Ну как не сами? Вещаю уже из салона Audi в Лос-Анджелесе. Потом случился вообще пиздец, короче. Этот чувак положил ключ в машину, чтобы машина ехала на нейтралке, потому что без ключа она не едет на нейтралке, она на паркинг включается. И он положил ключ в машину, а я закрыла окна. И машина закрылась. И потом мы еще ждали 2 часа чувака, кто вскрывает машины. Короче, к нам приехал чувак открывать машину. О, Лиза вышла. Лиза пошла чинить машину. Лиза. Это пиздец, ребят, там все протекло, там все поломанное, разломанное, я не знаю, короче, у меня была ситуация, когда я ехала в Лос-Анджелесе, а дороги в Лос-Анджелесе очень плохие, и, короче, так получилось, что я ехала и наехала на огромную яму, и звук был такой, что как будто у меня дно сорвалось, как будто дно оторвало. Так вот тогда я не придала, я, кстати, разговариваю с мамой ребенка этого, нормально все, я не придала этому значения, но, видимо, тогда и началось. Ребята, моя крошка потеряла ножку. A few moments later. Это просто угар, потому что мы оставили ключи этому чуваку. Я просто... Ему оставили тачку, Мы оставили ему тачку, ключи. Ну, я сфоткала, конечно, его ID, но... ID тут подделывают, как мы знаем. Да не, ну license plate невозможно. Типа, если вас остановят, у него фальшивая license plate. Так их подделывают. Блядство, разврат. И аборты. Ну, то есть ты мне сейчас говоришь, что ее украсть могут? Ну, могут что угодно украсть, согласись, да? Мы, наконец-то, в отель приехали. У меня вот так просто волосы уже в шоке сегодня от трипа. Вот такое настроение. Машину украли, все разворовали. Сейчас сняли абсолютно американский клип. Тачку украли в клипе. Ну круто же. Короче, сейчас поедем кушать в ресторан. Кушать, ужасное слово. И продолжать снимать клип, но уже в казино. Наконец-то мы сейчас помоем руки, потому что эти руки сегодня открывали капот и трогали все в этом капоте. Боже, ванная. Боже, это что, наш номер? Посмотрите, какой красивый. И я хочу вам показать, что у меня из окна видно. Там должно быть что-то очень крутое видно. Очень красиво. Лас-Вегас радует. Очень круто. Блин, вид потрясающий. Лучше, чем тот отель, в котором мы в прошлом году с Аминой останавливались, вот с Яяной. Ребят, внимание внимание на аутфит. Если что, я оделась за 2 минуты, а вон и наша машинка подъехала. Возвращаемся к истокам, возвращаемся к такси. Что за жизнь? Прямо у нашего отеля находится сфера. Если вы смотрели предыдущий влог из Лас-Вегаса, то именно там у Егорика случился приступ мегалофобии. Но согласитесь, выглядит просто потрясающе. Короче, переписывались с мамой, 10 минут назад уже забыла, о чем мы переписывались. Диалог такой: у нас сломалась одна из 2 машин. Мама говорит: ух ты, и что теперь? Я говорю: поедь куда-то.
Я этой никотиновой жвачки просто заживалась. Я заживалась. Я каждые 15 минут жевала вот так эту жвачку. Короче, что в итоге с машиной? Машину починили, педаль рабочая, мы залили жидкость, все хорошо. Но Audi включила режим автосейв, типа режим безопасности. И теперь без официального дилера, кто мне отключит эту функцию, мы не можем ехать. Поэтому машину завтра придется педалировать до Лос-Анджелеса. Слава богу, уже встретились с Таней. Таня уже была в этом ресторане полчаса назад, и она купила здесь бутылочку вина. Мы очень попросили, чтобы нам ее тут засервили. Таня говорит, что меня не пустят в таком виде в стрипуху, потому что у меня уги. А что вам, чем вам мои уги не нравятся? Такая стрипуха, это вип-стрипуха. Да, надо самим как стрипухи приходить. Cheers! Ура! Представляете, нас ждали, без нас не сервировали. Девочки ходили покурить, я не покурила. Я очень хотела, но я смогла сдержаться. Я люблю, кстати, луковый суп везде. Она была очень голодная. Раз. Thank you. And 2. Ребят, я сейчас просто офигела. Я уже попробовала креветки. Это реально лучшие топпинги, лучшие, которые я пробовала в своей жизни. Но потом я попробовала устрицы. И вот тут, мама, держи меня, пожалуйста, держите меня 7. Вот так лимончик выдавливаем чуть-чуть. Дальше вот этот такой соус у нас идет. Бамс. И вот этот вот. Когда у тебя спиздили машину, вайб. Я клянусь, это как первый секс. Ой, нет, первый секс был ужасен. Это как 25-й секс. Тань, ты ёб Моргенштерн! Тань чуть не сбила человека. Да это он сам виноваты. Таня просто как мать ходит, короче, показывает нам, какие у нее любимые автоматы. Вот чел сидит в кубика Рубика и Паша просто 10 лет. Надо посмотреть, где бабульки играют, они обычно в хуйню не играют. Тань! Меня сейчас со стрипухой перепутают там. А я просто вайпер. А как, блядь, в лобби нажать? Просто. Просто, девочка моя, все в жизни не просто бывает. Шир бесплатно, только нужно. Что бесплатно? Шир. Мы приехали на ту улицу Вегаса, где мы с вами еще не были. Это как торговые ряды, но там постоянно происходит всякая дичь. А потом мы пошли в стриптиз-клуб и просидели там 5 часов. И на следующий день, то есть сейчас, я выгляжу вот так. Спасибо, Лас-Вегас. Вива Лас-Вегас! Что? Ебать, это моя машина едет! Вчера я отдала, получается, чуваку в Лас-Вегасе $800 за то, что он мне починил вот этот вот брейк-клип. Как она? Колодка. Потом $150 он мне сделал огромную скидку, чтобы довести из Лас-Вегаса до Лос-Анджелеса. Ехал он, если что, 8 часов. То есть уже $1000. И сегодня, сейчас в Audi-сервисе я дала еще $375 за то, чтобы они сделали полный чек. Полный чекап системы, полный чекап тормозов. Но есть один плюс. Бесплатный Uber-такси мне вызвали отсюда. И я сейчас бесплатно доеду до универа. Это сервис. И вода. Охуенно. За $1200 это очень круто. The next day. Итак, к завтрашней съемке уже все готово. Я как директор составила полный план, все визуалы, прописала все шоты, но мне нужен еще для всего этого дела оператор. Оператор едет специально из Аризоны, она живет не в Лос-Анджелесе, мне Марина ее посоветовала, Марина, которая басистая. Но знаете, моя любимая часть в этом всем – это закупка продуктов для команды. Я это просто обожаю. Первое, чему нас научили, это не писать сценарии, это не придумывать оверхеды, это закупать продукты и ланчи для всей своей команды. Это обязательно. Я решила, что я возьму 2 горячих набора, вот таких вот, которые можно подогреть и нормально поесть. И еще кучу еды домой. Я вот сейчас жестко подсела на жасминовый чай, вот такой вот, он и бодрит, и при этом не жестко бодрит, как кофе. Рикотту каждое утро себе бутербродики делаю.
делаю с помидорчиками, вот с таким вот хлебчиком. Это хлебчик, в котором всего 80 калорий на вот такой бейгл. И ты его в микроволновке просто греешь, и я еще сверху фигарю всякого рода вот такую вот ветчину, и получается очень вкусно со специями, прям топ. Девчонкам взяла вот такую вот чикен фахито на завтра, это курица с рисом и овощами, и бефстроганов с мясом и макаронами. Доехала до Старбакса и взяла еще 2 вот таких вот сэндвича девочкам с ветчиной и сыром. Ну все, теперь к моим съемкам точно все готово завтрашним. Завтра мы снимаем с Юлей Моллиган, она будет моей актрисой главной. Мы снимаем музыкальный клип. Но если вы думали, что я вам в этом влоге это покажу, то вы, конечно, меня недооцениваете. Потому что что-то вам должно остаться на следующий влог, правильно? Интересное. Поэтому вот, такая я интриганка. Увидимся в следующем видео. Пока.